Рисуем пару уточек на День Валентина. В европейском складе мышления обычно День Валентина ассоциируется например, с такими птицами, как лебеди или голуби, и, конечно же, с обилием красного, розового и подобных тому цветов. В Азии же принято ассоциировать пару именно с парой уточек, имею в виду влюбленную пару с парой уточек. И вот, например, в Корее на свадьбу молодоженам дарят традиционно пару деревянных уточек, которые символизируют мужчину и женщину, вступающих в брак, чтобы у них была такая же крепкая пара, как вот пара уточек. И вот по этому поводу мы сегодня пару уточек и изображаем. На этой картине все будет иметь свое значение, и я это объясню. Как мы рисуем уточек? В принципе, утка, она похожа и на гуся, только отличается тем, что шея у нее короче. Вот. И уточка, самка, отличается от самца окрасом. Мы начинаем рисовать с уточки самки, и мы прорисовываем голову, тело и клюв контуром. Для этого мы работаем кончиком кисти, и кисть должна работать как карандаш, на ней должно быть минимум влаги. Работать будем одним оттенком туши, будем насыщенным черным, потому как сегодня достаточно много цвета будет, и поэтому нет смысла усложнять это несколькими оттенками туши, но при желании тоже можно сделать. И, как вы видите, мы структуру перьев прорисовали определенным типом мазков. Голова селезня, она рисуется так же, как голова самки уточки. Единственное, что здесь нужно будет подчеркнуть его шею, которая будет делиться на несколько секторов. Вы это увидите потом, когда мы будем работать цветом. В основном мы работаем какими мазками? Мы работаем либо контуром, либо уже когда кисть сухая, но с наличием туши на ней, и она немного распушенная, мы ею, как бы поскрябывая по бумаге, создаем вот такие вот мазки, которые хорошо передают перьевую структуру, похожей на уже на готовое перышко. Мы не изображаем лапы детально, потому что потом мы будем затемнять это место, но вообще они похожи на ласты, если вы захотите детально их прорисовать. И вот эту часть верхнюю у селезня мы будем заполнять просто отпечатками кисти, уже подсохшей, но с наличием туши. Просто вот так вот группируя рядом, мы оставляем отпечатки, прижимая кисть рядом. В общем, вообще, когда вы собираетесь что-либо рисовать, все очень просто. Вы просто отображаете то, что видите, рисуйте то, что видите, и используйте технику определенных мазков. Сейчас мы начинаем рисовать листья лотоса. Это будут такие осенние лотосы. Как подробно рисовать лотосы, есть поэтому урок, и ссылку на урок я оставлю в конце этого видео. Но в принципе мы все очень просто: прижимаем кисть от кончика до самой пяточки и делаем мазок в одну сторону, и затем возвращаем его обратно. И в некоторых местах, как вы видите, когда краска выходит с кисти, получаются такие красивые пустые пробелы. Это и будет в отдельном уроке, где вы можете посмотреть, линк будет в конце видео. И сейчас мы отображаем коробочки лотоса, наполненные семенами. Для этого мы набираем серый оттенок туши, средний серый, и прижав кисть сначала кончиком и затем целиком, мы проводим мазки по сначала один мазок, потом снизу под ним второй, и затем третий, затем приводя кисть к кончику, и вот так вот отображаем коробочку. Затем в коробочке уже тонкой жесткой кистью мы контуром намечаем семена такими полуовалами и точкой в середине, которые мы потом затем впоследствии заполним цветом. Делаем это в пустом пространстве, оставленном над коробочкой.
По коробочке нет отдельного урока, поэтому внимательно посмотрите, как это сделать здесь. В отдельном видео по лотосам там указано, как рисовать цветок. Например, если вы захотите эту композицию дополнить цветками, а не коробочками с семенами. Как мы делаем стебель лотоса? Очень просто. Мы фиксируем кистью ее кончик и затем делаем уверенную линию. Для тонкой линии менее прижимаем кисть, для более толстой линии более прижимаем кисть. И теперь пупырышки на лотосах — это просто точки разного размера, расставленные весьма рандомно. Влаги должно быть на кисти достаточно, чтобы точка сама органично расплылась и вписалась в предыдущий слой краски. Для этого мы используем черный цвет туши. И теперь, когда краска на листьях лотосов подсохла, но не совершенно абсолютно до конца, чтобы новый слой краски органично вписался в предыдущий, мы серым оттенком туши самым кончиком кисти делаем тонкие линии, которые на концах раздваиваются. Это вот особенность структуры листа лотоса. Ее нужно запомнить, если вы любите этот цветок и собираетесь его часто рисовать. То есть здесь кисти на влаге должно быть по минимуму, чтобы линии не сильно растекались. И теперь немного просто каких-то травинок. Это тоже есть в отдельном уроке по лотосу, как это рисовать. Но, в общем, мы используем темную тушь и начинаем движение с кончика кисти, затем более прижимаем кисти, затем опять приводим ее к кончику и получаем вот такие вот листочки травы. Теперь нам нужно к коробочкам пририсовать оставшиеся тычинки лотоса, когда лепестки уже опали, но вот эти вот красивые тычинки остаются. Для этого мы делаем тонкие линии от точки до точки, и на концах мы на них насаживаем овальчики. Работаем мы кончиком кисти, овальчики рисуем контуром. Часто пересекайте вот эти тычинки, это придаст объем и будет смотреться очень красиво. Затем мы вот эти овальчики заполним позже цветом. Далее, когда уже тушь на утках подсохла, мы работаем цветом. Берем отличный оттенок коричневого от тех, что мы рисовали листья лотосов, делаем его прозрачным, не используем яркий оттенок, мы сегодня в ярких красках не работаем, и просто покрываем этим цветом все тело самки утки, а для селезня мы используем этот цвет только на его грудке. Мы просто закрашиваем это пространство, но мазки должны повторять ту форму, которую мы заполняем. Затем мы фиолетовый разбавим водой, и можно даже смешать ее с тушью и оставим небольшое пятно под крылышком селезня. И верхнюю часть головы до белой линии на шейке мы покроем изумрудным цветом, но тоже разбавленным водой, чтобы он не был очень ярким. И то же самое мы сделаем с желтым. Мы тоже разбавим его водой и покроем им клюв. А вот для тычинок мы используем яркий желтый цвет. Нам нужно связать цветы с самым главным элементом, это утками, потому что они тоже имеют здесь свое значение, поэтому мы их тоже выделяем таким желтым цветом. А лапки селезня мы обозначим тоже не слишком ярким, а оранжевым. Но затем, как я и говорила, мы не прорисовываем их детально, потому что вот это пространство между уточками в середине и еще внизу, чтобы обозначить водную гладь, мы их заполним тушью. Для этого мы наводим средне-серый оттенок туши и начинаем горизонтальными мазками, просто прижимая кисть и делая горизонтальный мазок, и заполнять вот это пространство между уточками, слегка вокруг их, вокруг уточек и внизу под листьями тоже. И даем этому высохнуть, мы потом это еще доработаем, затемним. И теперь очень яркий акцент на семенах коробочки. Мы используем китайский зеленый, который называется Opal Green. У него тоже бывает несколько оттенков. Я использую такой достаточно светлый и просто закрашиваем вот эти вот семена, которые прежде нарисовали контуром. В данной композиции вот эти вот семенные коробочки, наполненные созревшими семенами, они для пожелания потомства вот этой паре уточек, которую мы здесь изобразили, ну и тому, кому эта картина достанется. Вот. Теперь, когда уже краска на
тельце уточки подсохло, мы возьмем более темный оттенок коричневый, в некоторых местах просто затемним, пройдемся более темным коричневым. Для этого уже не нужно много влаги на кисти. И вот какие места считаем более выгодными, затемняем. И на грудке селезня мы делаем то же самое. Напоминаю, что при покрытии цветом мазки повторяют форму того, что мы заполняем этим цветом. И теперь возьмем более темный оттенок туши и немного затемним в середине, как я говорила, вот это самое пространство между уточками. И что еще можно сделать, так это на сухую кисть взять тот же самый средний оттенок туши и поскребсти ею в некоторых местах на листьях лотосов. И я думаю, что этого достаточно. Это последние маски на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и оставляйте комментарии. И не пропустите новые видео.